Многие видео про минимализм начинаются с рассказов о том, как кто-то выкинул весь свой гардероб, оставил 5 майк и теперь знает 7 способов, как эффективно скрутить их в рулончик. Некоторые убеждены, что минимализм – это пустая комната с матрасом по центру, что минимализм – это стиль для бедных и что сделать интерьер в стиле минимализм – это очень просто. Другие недолюбливают минимализм, утверждая, что в нем нет уюта, называют его отелем, больницей, офисом, а иногда и склепом. На самом-то деле все гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Минимализм к западным архитекторам и дизайнерам пришел из Японии несколько десятилетий назад. В Японии очень долго складывалась своя уникальная культура интерьеров. Это, скажем так, прадедушки наших европейских минималистичных интерьеров. Но этническую ветку со всеми деталями и подробностями мы сейчас с вами рассматривать не будем, а разберем только основополагающие для стиля понятия. Разница между «давайте выкинем весь гардероб и оставим 5 маек» и настоящей философией минимализма кардинальна. Для древних японцев тишина и пространство отождествлялись с понятием «покой». У них интерьеры были наполнены вот этой вот пустотой, и не потому, что они жили бедно, и не потому, что они особенно как-то заботились о перепроизводстве и экологии, и не потому, что они оперативно выбрасывали все изношенные майки, а потому что именно тишина и пустота обладали в культурно-религиозном контексте Японии сакральным смыслом. Во всех японских интерьерах тишина и пустота – это самое главное украшение. Для западных умов пространство – это лишь фон для существования каких-либо объектов. Фоторамки, расположенные в пространстве, это есть что-то значимое, а вот пустота, в которой они находятся, это ничто. Западный ум при виде пустого пространства сразу начинает думать, какими бы интересными объектами это можно было бы все заполнить. А первородная философия минимализма, наоборот, пытается максимально сохранить эту пустоту, самое ценное, что уже есть в помещении. Таким образом, настоящий минимализм не выбрасывает лишнее, а не наполняется лишним. Но для тех, кто не понимает, что вообще такого сакрального нашли вот эти странные японцы в этой тишине и пустоте, просто вспомните вот это колоссальное чувство. Вы идете, например, по торговому центру, и сверху на вас светят ослепляющие софиты. По бокам вас окружают кислотные витрины. Везде желтые ценники, красные распродажи, вам что-то суют под нос понюхать, куда-то зовут что-то срочно попробовать. И тут вы доходите до своей машины, захлопываете дверь и бах! Вот эти несколько мгновений гулкой, густой тишины. Вот это приятное чувство покоя. Я знаю, что в этот момент некоторые люди даже двигатель не заводят, чтобы еще несколько секунд посидеть вот в этой атмосфере. И именно вот это вот чувство и воспевают японцы в своих интерьерах. В японской культуре есть еще пара интересных понятий и подходов. Первое – это ваби. Ваби – это красота, присущая назначению данного предмета. Стул незачем украшать орнаментом, у него должна быть удобная форма и прочность, тогда он будет красив в своей функции и чистоте линий, помогающих исполнять эту функцию. Или, например, смеситель, который показывает естественное движение воды. Такие вот каскадные смесители очень соответствуют этому принципу. Саби. Саби – это красота изношенности, приобретенная со временем. Саби дословно переводится как ржавчина. Этим понятием передается прелесть потертости, некоего налета времени, патины следов прикосновения рук. Изношенность вещи, согласно этой философии, это часть ее красоты, поэтому особенно притягательна для японского глаза, например, потемневшая от старости древесина. Если вы поваритесь немножко в разговорах дизайнеров, то вы наверняка услышите что-нибудь вроде дерево, оно же так красиво стареет. Поставьте себе столешницу на кухню из дерева и наблюдайте за тем, как она меняется. Это навеяно абсолютно такой же философией. Очень многие дизайнеры так рассуждают, дизайн-сообщество просто пропитано этим. Ваби и саби обычно употребляют вместе, создавая вот такой вот двухуровневый термин, объединяющий оба смысла. Сибуй – это красота, заключенная в естестве материала, из которого сделан предмет.
Это вот когда, например, архитектор подходит к какому-нибудь монолитному строению и внезапно говорит: «Какой красивый бетон! Давайте покроем его лаком и оставим открытым». Это вот он нашел в нем сибуй. А вот пластиковые порожки с принтом дерева или ПВХ-плитка с рисунком мрамора – это не сибуй. Еще один принцип, который мне особенно интересен, это юген – отрицание симметрии. В японских философских ответвлениях можно найти идею о том, что с постоянной изменчивостью мира совершенно несовместима идея завершенности, поэтому избегать завершенности необходимо и в искусстве. В процессе совершенствования не может быть какой-то вершины, не может быть точки покоя. Нельзя достигнуть полного совершенства иначе, чем на мгновение, которое тут же утонет в потоке перемен. С этой позиции совершенствование как процесс гораздо прекрасней, чем совершенство. И на этом основании японское искусство отрицает симметрию. При этом мы в западной культуре настолько сильно воспитаны всеми вот этими вот симметричными дворцами, что людям, которые сами хотят создать себе минималистичный интерьер, сложно себя надломить и сделать асимметрию. Я замечаю эту нерешительность по своим курсовчанам и постоянно правлю это в их работах, если они хотят вдруг себе сделать минималистичный интерьер. Именно асимметричное расположение интерьера и нарушение равновесия олицетворяет в японской культуре и в японской философии мир живой, подвижный и динамичный. Асимметрия же, напротив, ассоциируется с застоем и смертью. На самом деле, где-то здесь есть очень интересные и глубинные механизмы работы нашей психики. Симметрия кажется завершенной и закрытой формой, и парные предметы, и четные числа тоже кажутся нам какими-то законченными. А еще мне попадалось очень интересное исследование, которое утверждает, что если попросить человека купить в магазине несколько яблок, если вас попросить купить в магазине несколько яблок, подумайте, сколько вы купите? Вот с вероятностью 90% люди покупали нечетное количество яблок, и, скорее всего, это было 3 или 5. 2 и 4 покупать было как-то некомфортно большинству людей. Я бы с удовольствием почитала ваши рассуждения на этот счет в комментариях. Теперь вернемся к матрасу в пустой комнате. Многие новоселы, только что въехавшие в свою квартиру и бросившие на пол матрас, задорно объявляют всем, что у них минимализм. Но это не минимализм. Дело в том, что там нет вот этого вот ваби, то есть там нет удобства функций, там нет тумбочек, там нет штор, защищающих от солнца, а лежащие на полу телефоны или одежда на спинке стула – это не минимализм, а непродуманность и нефункциональность. Если мы очень сильно упростим и популяризируем, то можно сказать, что есть два такие вот основные направления в минимализме. Этакий дзен-минимализм, где очень много хорошо спланированных функциональных зон, но при этом очень много тишины, пустоты, дерева и света. А есть эдакий западной, прокачанной западной культурой минимализм, где точно так же есть прекрасно спланированные функции, но в большем объеме присутствуют украшательства. Но украшательства эти все равно сибуй. Они не противоречат своей сущности и своей природе, а подчеркивают ее. Например, такие материалы, как камень, керамика, дерево, стекло, металл. Эти интерьеры подчеркивают сакральность пустого пространства своей планировкой, отсутствием декора, но при этом такое помещение прекрасно исполняет свои функции. В них удобно и комфортно находиться. Здесь нет лишних нефункциональных линий, а наоборот, все лишнее здесь скрыто от глаз, а отделочные материалы и поверхности не противоречат своей сути. А это просто пустая комната без интерьера и философии. Временное и далеко не самое функциональное решение. Вот это как раз вот очень бюджетное решение. А все, что вы видели раньше, планируется достаточно долго и стоит относительно дорого. Натуральные материалы всегда будут дороже, чем их имитации или пластики. Еще некоторые называют минималистичные интерьеры отелями или офисами, говоря о таком вот неком отельном стиле. Почему-то думаю, что такое существует. Иногда, чтобы принизить или обидеть, комментаторы называют такие интерьеры
больницами, если в них достаточно много белого цвета, или склепами, если в них есть какие-то темные оттенки, чтобы вот так вот довести свое фи до максимальной кульминации. Я думаю, что многие люди, воспитанные, первое, в западной культуре, и второе, в привычке жить в тесноте и каждый квадратный сантиметр экономить и заполнять какими-то пожитками, и третье, люди, которые испытывают чрезвычайную любовь и привязанность к каким-то различным мелким деталям или предметам с непривычки, могут быть просто оглушены вот этой вот пустотой и минималистичным порядком и реагируют так на минимализм скорее с испугу. Я предполагаю, что это какое-то очень просто контрастное для их действительности состояние, и они отождествляют чистый, стерильный вот такой вот минимализм, подчеркивающий тишину и покой, как не что-то домашнее, а офисное или отельное. Хотя это, конечно, далеко не так. Просто определенный опыт насмотренности как-то закрепил ассоциацию, что если мы видим спокойное, продуманное функциональное пространство, которое позволяет себе порядок и пустоту, в котором присутствуют пустые горизонтальные поверхности, не заполненные личными предметами или какими-то следами жизнедеятельности, значит, это не жилое пространство. Хотя и касаемо и отелей, и офисов, это также огромное заблуждение. И отели, и офисы бывают очень разные, но это также вопрос к насмотренности. Еще люди, которые так оценивают минимализм, могут в принципе тяготеть к обилию цветов, могут любить мелкие детали и принты, как я уже рассказывала в своих прошлых видео. Эту врожденную тягу человек может проносить через всю свою жизнь, и если это достаточно стабильные предпочтения, то минимализм в этом случае им просто не подходит, так как противоречит их природе и зрительным потребностям. И это тоже нормально. Как я уже неоднократно рассказывала, любой интерьер создается под конкретного жильца и его потребности. Но очень многим для жизни нужно именно нейтральное влияние интерьера и пространство для покоя и визуальной тишины. На самом деле, жить среди своих медалей, грамот, среди фотографий молодости, портретов родственников и других каких-то очень сильно эмоциональных предметов достаточно сложно. Человеку мешают наслаждаться настоящим моментом две группы мыслей. Первое – это сожаление и тоска по прошлому, а второе – это страхи и тревоги о будущем. Ум постоянно пережевывает ту или иную группу мыслей, которые на самом деле причиняют достаточно серьезные мучения. И иногда хорошим решением может быть убрать из своего окружения вот эти вот эмоциональные якори, которые и зацепляют ум из настоящего момента, где реально существует счастье и настоящий покой, и уносят его в прошлое или в тревожное будущее. А прошлое может быть практически как сон, а будущее еще не наступило, и не факт, что оно будет именно таким, но страшно-то сейчас. В общем, минимализм – это достаточно устойчивый тренд, который является ответом на нашу информационную перегруженность в это цифровое время. Постепенно он будет обретать все больше и больше сторонников, а визуальную актуальность он может сохранять еще долгие и долгие годы. Вот, например, не совсем минимализм, но философия при создании этого интерьера была близка к описанной в этом ролике, и такой интерьер до сих пор выглядит актуально. И помните, что загроможденное пространство зачастую провоцирует загроможденный разум, а чистое пространство провоцирует ясность мыслей и прилив сил. Всем душевный покой и дизайн!